Коничева! 2 мая было полностью посвящен Киото. Начать утро я решил с Фусими Инари Тайся, очень популярного среди туристов храма в Киото. Считается, что этот храм был основан в 711 году, еще до того, как Киото стал столицей Японии. И посвящен он синтоистскому божеству Инари. Инари отвечали за рис, чай и плодородие. А поскольку рис в Японии в те времена являлся валютой для расчетов, то Инари стали ассоциироваться с денежной прибылью и удачей в делах. Культ этого божества, кстати, и сегодня в Японии широко распространен. С ним связана древняя традиция. Бизнесмены дарят храму новые арки ворот – тории. Это очень известный символ синтоизма и Японии в целом. Традиция установки врат в храме Фусими Инари уже много веков, а поэтому арки образовывают целую дорогу, которая так и называется – Сенбон Тории – 1000 врат. Вот только их на данный момент уже не 1000, а 10 тысяч. Можно сказать, что сейчас именно длинный туннель из оранжевых арок – символ Киото. На воротах написаны даты, имена дарителей и названия фирм. Некоторые арки датируются эпохой Эдо, это 1600-е года. Другие попроще и живут в условиях повышенной влажности не дольше 5 лет. Самые массивные тории установлены около главного зала храма. По мере приближения к вершине горы их размер и количество значительно уменьшаются. А те, кто не может позволить себе столь щедрого подарка, читал, что пожертвования начинаются с 200 тысяч йен, приносят в храм миниатюрные копии ворот. Ими уставлены святилища и статуэтки вдоль дорог. Кстати, насчет статуэток. На территории храмового комплекса огромное число статуй лисиц Кицуне. В синтоистской мифологии лисы – это не только коварные женщины-оборотни, но и вестники богов. Зачастую в пасти у лисиц можно увидеть драгоценный камень и ритуальный ключ от хранилища риса. И еще интересный момент. В храме Фусими Инари рядом с сионистскими божествами мирно соседствуют буддийские. Меня, например, очень зацепило небольшое святилище знаков зодиака. В общем, прогулка по тропе 1000 врат на гору и обратно заняла у меня около 3 часов. Прогулка вышла довольно интересной, хотя немного напрягала большое количество людей. Благо, что чем выше в гору забирался, тем меньше было народу. После Фусими Инари я поехал в Киёмидзу-дера, буддийский храм, расположенный в восточной части города на склоне гор. Туда добирался комбинацией поезд и автобус. И тут хочу еще раз сказать, что общественный транспорт в Японии – это сила. А Google навигация по общественному транспорту работает почти идеально. Автобус, кстати, обошелся в 230 йен, примерно сопоставимо с метро. Пока шел от остановки наверх к храму, обратил внимание на большое число магазинчиков, предлагающих кимоно в аренду. Но, как оказалось чуть позже, судя по числу японских девушек в кимоно на территории храма, в этих магазинчиках уже ничего не должно было остаться. Храм Киёмидзу-дера – древний буддийский храм, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Веранда Киёмидзу стоит на 139 опорах высотой 13 метров и сделана без единого гвоздя. Это часть одного из известнейших японских пейзажей. Кстати, насчет видов, сам комплекс находится на вершине небольшой горы, и оттуда открывается великолепный панорамный вид на сам Киото. Народу там оказалось, правда, еще больше, чем на Фусими Инари. Но было очень много молодежи и школьников в национальных кимоно, и это смотрелось очень красиво. Вообще Киёмидзу-дера прям сильно порадовал эстетикой. И сами пагоды, и статуи, один дракон чего стоит, и дорожки через лес с верандами и шикарными видами. Кстати, на склонах холмов растет сакура, так что парой-тройкой недель раньше вид оказался бы вообще сногсшибательным. Свой маршрут по территории храма я закончил у водопада Отова. Кстати, именно этот водопад дал название храму, так как Киёмидзу означает «чистая вода». Внизу этот водопад разделен на 3 потока. Чтобы выпить здесь воды, нужно воспользоваться черпаками на длинной ручке. Говорят, что у каждого потока водопада свое значение. Вода из правого потока дарит здоровье и долгую жизнь, из центрального – любовь, а из левого – успехи в учебе. Но выбрать можно лишь один из 3 потоков. Я выбрал не стоять в очереди.
По пути обратно прогулялся по улочке Санэнзака. Там было полно атмосферных сувенирных лавок и магазинчиков. Ну и людей, конечно же. После Киёмидзу-дэра я поехал в еще один храм, который меня заинтересовал после ознакомления с краткой историей Японии. Это храм Хэйан, по названию эпохи, когда Киото стал столицей. Хэйан-дзингу был построен в честь тысячелетия основания Киото, то есть как раз после того, как столица была перенесена в нынешний Токио. Интересности начались еще до входа в храм. Первое, что мне бросилось в глаза, это гигантские врата Тории, самые крупные из подобных японских сооружений, высотой более 24 метров и четырехполосной дорогой под ними. А справа от них необычное здание, в котором, как оказалось, располагается музей современного искусства Киосера. Позалипав на ворота, я пошел к самому храму через парк Окадзаки. Там в этот день был какой-то фестиваль с живой музыкой и кучей палаток с национальной кухней. Как раз в тему я успел проголодаться. Взял что-то вроде пельменей, приготовленных на пару. Сам храм действующий и очень красивый. Кстати, главное здание святилища – это масштабная копия императорского дворца периода Хэйан. Масштаб вроде как 5:8. Но при этом место не особо туристическое. В интернете о нем упоминаний в разы меньше, чем о тех же Киёмидзу-дэра или Фусими-Инари. А вокруг дворца, почти по всему периметру, большой сад в японском стиле. Вход туда оказался платный, но сад очень красивый и стоит того. Даже без цветущей сакуры. Вот, кстати, надо будет еще раз приехать в Японию, но в начале апреля, чтобы увидеть максимум красоты, когда эти огромные сады полностью покрыты цветущей сакурой. Сердце сада храма Хэйан – это озеро с довольно интересным мостом. Опоры моста совсем невысокие, и кажется, будто он лежит прямо на воде. А с моста можно покормить знаменитых японских карпов. Уже на выходе из сада я неожиданно удачно попал на одну церемонию. По музыке я сначала подумал о каком-то очень печальном событии, но оказалось, что это свадебная церемония. Выглядело очень красиво, хотя у меня увиденное со свадьбой ассоциировалось с трудом. Это, кстати, к вопросу о разнице традиций. Из планов на день у меня оставалось только посещение императорского дворца. Это огромная территория парка, внутри которой есть отдельный периметр и непосредственно дворец. Но кое-что пошло не по плану. Квест с посещением императорского дворца в Киото не состоялся. Меня не пустили на входе, вот сейчас я иду к этому входу, но там меня не пустили, потому что у меня дрон в сумке. Сказали, нужно его сдать. Но есть нюанс, комната с ячейками хранения, которая находится вот там, в том ресторане, работает до 16:30, то есть осталось всего 10 минут. Получается залет. То есть я зайти бы мог, но не мог. Поэтому, увы, но придется обойтись без посещения дворца. Ладно, тогда на метро и в отель. Нога совсем уже разболелась, а у меня еще планы поиграть в гольф на следующий день. Киотское метро после Осаки оказалось очень простеньким, но по-прежнему чистым и очень удобным. Единственное, перед сном все же сходил еще раз на башню Киото, посмотреть на ночной город с высоты. Но, если честно, дневной вид был интереснее.